Привет! Передо мной встала задача отснять мануал по использованию Panoptix LiveScope от Garmin. И понятное дело, что для этого необходим ротатор. И после непродолжительных поисков решил остановить свой выбор на ротаторе от компании ProBates модель Top. Многим из вас известна эта компания как производитель силиконовых приманок. Вот посмотрите, у меня тут есть образцы, какая красотища. Но год назад они почему-то решили выпускать ротаторы. Выпустили несколько моделей и один даже прислали ко мне на тест. Но тот прибор по факту оказался сырым прототипом. Я провозился с ним неделю, и по результатам тестов изделие было признано мною полным отстоем, не стоящего вашего внимания. А ProBates был послан на доработку. И вот спустя год. Но давайте обо всем по порядку. Итак, разобьем наше видео на несколько частей. В первой части жестко протестируем силовую часть конструкции и посмотрим на устройство ротатора изнутри. Во второй будет мануал с диванным обзором. В третьей части проведем испытания на воде и выявим предельные возможности ротатора. А перед тем, как начать, я напомню, что оборудование и приборы для тестов и обзоров предоставлены магазином Александр Ховрина. Ссылку на магазин найдете в описании. Настоятельно рекомендую. Кстати, для подписчиков нашего канала магазин предоставляет скидки, поэтому обязательно подписываемся. Итак, начнем с испытаний на прочностные характеристики. Почему я считаю необходимым их проводить? Да дело в том, что некоторое время назад я снял всего лишь инструкцию по настройкам одного ротатора. И спустя полгода нашелся какой-то молодой человек, который вылил в одной из групп на меня ушат грязи, потому что у него, видите ли, оказался недостаточно крепким ротатор. Обвинил меня в рекламе, типа я должен нести какую-то перед ним ответственность. Хотя я ему объясняю: алло, я же в ролике только показал, как его включать и как его настраивать. На воде испытаний не проводил, купить никого ничего не призывал. Мало того, какого лешего ты сам не обратился по гарантии? Ну, может, действительно тебе попался бракованный? Ну, всякое бывает. Хотя в душе я прекрасно понимал, что человек просто не закрепил штангу при транспортировке и к чертовой матери разбил муфту. А может, вышел на глист, забыв поднять штангу, то есть налицо нарушение эксплуатации. В общем, мутная история, но все же. Короче, с тех пор я уделяю повышенное внимание к прочностным характеристикам изделий, которые у меня бывают в руках. Давайте так, я лишь делаю обзор, делюсь с вами своим мнением. И ничего вам не советую. Вы сами все видите и сами решайте, что вам нужно, а что нет. И ничего вам не навязываю. Итак, начнем издеваться над ротатором полностью. Задача – проверить конструкцию на жесткость в экстремальных условиях нарушения эксплуатации. Для этого я создал вот такой испытательный стенд. Предположим, владелец забыл закрепить штангу, например, вот таким вот кронштейном, и поехал на Рыбинское водохранилище 300 километров по легендарным Тверским дорогам. Для нагрузки вешаем блин от гантели, который будет изображать массивный датчик. Включаем. И тут вмешался случай. Изначально, учитывая частоту вращения и резкость биения, я планировал провести данное испытание в течение 5, максимум 10 минут. Но так уж получилось, что ко мне заскочил сосед, попросил ему помочь, я отвлекся и совершенно забыл, что на стенде работает эта хня. В результате стенд отбарабанил почти 2 часа. Жесть. Похоже, соседи снизу меня точно завалят. Для понимания и оценки ущерба я разобрал ротатор. Давайте вместе посмотрим, что покажет вскрытие. И что бы вы думали? Удивлен, но обнаружил, что износ практически отсутствует. Ослабло натяжение пары гаек, которые без труда можно подтянуть. Но в целом все нормально. Хочу обратить внимание, что данный образец не какой-то там специально сделанный для обзоров. Этот экземпляр я рандомно взял со склада в магазине Александр Ховрина, то есть первый попавшийся. Ну и пока он разобранный, давайте посмотрим на его внутренний мир. Значит, что мы тут видим? Мотор довольно-таки мощный, 3 ньютона на метр с шагом 1,8. При этом шаг драйвера в блоке управления составляет 3200.
То есть мотор не только сильный, но и плавный, что очень важно для точности позиционирования. Так, наблюдаем 4 шариковых подшипника. 2 в передней части конструкции и 2 в задней. Ну-ка. Нет, все в порядке. Несмотря на все издевательства, подшипники достаточно великолепно все пережили и вполне себя хорошо чувствуют. Так, полагаю, что вот это самая уязвимая часть конструкции. Но, несмотря ни на что, шейки целые, выработки не наблюдаю. Вот эта резьба, заходящая прямо в алюминиевый стакан, без какой-либо футорки или усилителя, вызывала наибольшие опасения. Но все отлично. Как видите, никакой деформации или износа не наблюдается. То есть ее можно обратно включить. Теперь немного о самой конструкции. Отвод тепла от мотора осуществляется вот этим алюминиевым посадочным стаканом и распределяется по всему корпусу, выполненного из алюминия. И, кстати, это не какая-то мягкая дешевая отливка. Марка алюминия D16T. И все детали тщательно отфрезерованы. Вроде все достаточно качественно, мне в общем нравится. Но мы с вами обязаны найти минусы. Ибо нефиг. Но из минусов я пока могу докопаться разве что только до ручки. Она вот так прикольно раскладывается, мне очень нравится. Но у нее отсутствует плавная регулировка положения относительно вала мотора. Точнее, имеется всего лишь 4 положения направления. И на ручке отсутствует подсветка. В темное время суток направление придется отслеживать по световому кругу на моторе. Хотя можно было бы разработать ручку и с подсветкой. Например, верхний вал сделать полым, проложить в нем кабель питания светодиодной подсветки, а ниже расположить вращающийся диск с щеточной контактной группой. Надеюсь, в будущих моделях или модификациях ProBates учтет мои пожелания. Ладно, переходим к мануалам и настройкам. Сейчас я его быстренько соберу и продолжим. Перед нами ротатор ProBates, версия топ 3-й генерации. А вот этот привод тоже Gen 3. Отличие заключается только в покраске и небольших изменениях подсветки индикации. В остальном различия у приводов отсутствует. Этот привод анодированный и уже не выпускается, а этот имеет стойкую порошковую окраску. К сожалению, привод второй генерации я не нашел, чтобы показать вам отличия от третьей. Но могу сказать, что они кардинально отличаются. А вот блок управления второй генерации я достал. В третьей версии блока управления встроен картридер, посредством которого легко можно самостоятельно обновить прошивку, не прибегая к дополнительным аксессуарам. Но к этому мы еще вернемся. Третья версия поставляется вот с такими красивыми беспроводными педалями, с удобным гнездом зарядки Type-C. А прошлые версии поставлялись вот с такими экстравагантными педальками. Хотя позже у них появились и похожие педали, но с проприетарным шнуром зарядки. Так, для установки в лодку производителем предусмотрено несколько видов креплений. Первый в T-Pass. Базовый вариант, идущий в комплекте, он и самый удобный, и наиболее эффективный, тут все понятно. Также базовая комплектация предполагает и глухое крепление непосредственно на планшер. Но имеются и опциональные возможности крепления, например, на рейлинге. Вот посмотрите на комплект установки на леер диаметром от 20 до 25 мм. Также имеется возможность быстросъемного крепления. Мне очень понравился именно этот вариант. И именно его я реализовал на своей лодке. Имеется вариант и крепления на широкий планшер. К сожалению, у меня его нет в наличии, показать вам не могу, но его можно заказать отдельно. Все дополнительные виды крепления идут опционально, поэтому при заказе согласуйте с продавцом, какой комплект и какие дополнительные опции вам необходимы. Итак, давайте все подключим и настроим. Блок, конечно же, страхолюдина. Но не пугайтесь. Блок, как правило, устанавливается далеко не на самом видном месте и не будет портить вид вашей лодки.
Зато красотой привода можно похвастаться. И, кстати, привод весит всего 5 килограммов, то есть можно не переживать за то, что он вырвет или изогнет вам Т-паз. Так, подключаем привод к блоку. И так. Теперь блок подключаем к батарее. Внимание! На блоке отсутствует защита от дурака. Строго соблюдаем полярность. Вот нашли еще один минус. Так, все включили, и на приводе загорелась индикация. Отлично. Кстати, в приборе установлен датчик освещенности, поэтому в темное время суток яркость и цветовая палитра индикации будет изменяться, чтобы не слепить и не отвлекать. Это большой плюс. Блок размещаем в лодке строго горизонтально, то есть либо крышкой, либо дном вверх. К сожалению, боковое или произвольное размещение блока пока не предусмотрено. Например, в моей маленькой лодочке это проблема. Вот еще один минус. Ладно, зато направление блока не регламентировано, то есть можно разместить блок под любым углом по отношению к оси судна. Теперь давайте привяжем к ротатору пульт и педали. Начнем с педалей. Так как к блоку управления можно привязать до 8 беспроводных устройств, на всякий случай сначала очистим память блока. Для этого нажимаем кнопку 8 раз подряд. Кнопка в ответ 7 раз проморгалась. Замечательно. Теперь привяжем педали. Нажимаем кнопку привязки. В ответ загорается подсветка. Нажимаем на педали любую клавишу, и кнопка погасла. Это означает, что педали привязались. Проверяем. Все отлично. Теперь по аналогии привяжем пульт. Кстати, в комплекте идет пульт вот с таким креплением на удилище. Интересно, мне кажется, это должно быть удобно, но все покажет практика. Убедительная просьба: напишите в комментариях отзывы по данному креплению и о ротаторе в целом. Только пишите именно об этой модели Gen 3, чтобы не валить все в кашу. Буду очень признателен. Не бойтесь потерять или сломать пультик. К ротатору подойдет любой 4-канальный пульт, работающий на частоте 433 МГц. Они очень доступны по цене. Продолжаем. Нажимаем кнопку. Загорелась индикация. Нажимаем любую кнопку на пульте. Проморгалось. Все, пульт работает. Проверяем. Великолепно. Итак, вы разместили в лодке блок управления ротатором, и первым делом еще на берегу, на прицепе, необходимо откалибровать гироскоп прибора. Убедитесь в том, что лодка размещена строго горизонтально и не раскачивается во время калибровки. Отключаем питание, нажимаем и удерживаем клавишу D и подаем питание на блок управления. На приводе загорается белая подсветка, отпускаем кнопку. Дожидаемся окончания процесса. Включилась базовая подсветка, калибровка окончена. Еще раз. Лодка должна быть строго зафиксирована в горизонтальном положении, без скачки и наклонов. Если прицеп отсутствует, частично выньте лодку на берег. Ладно, в зависимости от расположения блока вверх крышкой или вверх дном, необходимо установить начальное положение оси, иначе вы получите обратное вращение вала привода. Допустим, вы закрепили блок вверх ногами. Хорошо, калибруем гироскоп, как описано выше, после чего выключаем питание, зажимаем и удерживаем клавишу C, включаем, дожидаемся появления розовой подсветки, отпускаем клавишу, мотор трижды мигнет розовым гламуром и направление оси изменено. Далее ротатор имеет ручной и автоматические режимы управления. С ручным все понятно. Зажимаем клавишу А или Б, и ротатор вращается в выбранном направлении. Прекрасно. При этом горит зеленая подсветка индикации. Ротатор имеет 5 скоростей и 5 ускорений. Для переключения скоростей зажимаем и удерживаем кнопку C. И клавишей B выбираем скоростной режим. Скорости обозначаются цветами: красный, оранжевый, фиолетовый, бирюзовый и синий. Важно запомнить, вопреки логике, синим цветом обозначается самая большая скорость. Ну и красным самая медленная. Не спрашивайте меня почему. Вот так решили разработчики. Они так видят. Ладно, теперь давайте настроим ускорение.
Выключаем ротатор, зажимаем и удерживаем клавишу B, подаем питание, удерживаем кнопку до появления разноцветной индикации. Клавишей B переключаем ускорение от красного до синего. Выходим из режима переключения ускорений нажатием любой клавиши, кроме B. Окей. Переключение скоростей и ускорений на самом деле очень важная функция. Так, например, стоя на якоре в тихой заводе, вам захочется максимальной плавности. Но при сканировании толщи воды на ходу вам потребуется более мощное ускорение. В противном случае вы рискуете все пропустить. Также у ротатора имеется режим удержания. То есть вы всегда можете рукою подруливать, вращать ротатор и направлять его в нужную вам сторону, как на ручном. Однако на течении или на ходу вам потребуется чем-то его тормозить. Длинное нажатие на клавишу D, и все. Ротатор теперь не повернуть, так как на мотор подается напряжение, препятствующее произвольному вращению вала. Конечно, можно приложить усилие и провернуть вал, но я вам этого не рекомендую, чтобы не вывести прибор из строя, вот видите, он как-то неадекватно заморгал, и не потерять гарантию. Теперь попробуем автоматические режимы. Автопоиск, по сути, это круговое сканирование в диапазоне 160 градусов. Выбираем в ручном режиме начало сканирования, то есть центральную область, короткое нажатие на клавишу D, и ротатор начал осмотр местности. Обнаружив на экране цель, нажимаем любую клавишу на пульте или педали, ну вот так, чпуньк, и ротатор замирает в выбранном положении. Также имеется автоматический режим удержания цели. Внимание! Очень важно правильно откалибровать блок управления. На всякий случай пересмотрите часть с калибровкой выше. Итак, короткое нажатие на клавишу C, и активируется режим удержания. Теперь датчик будет смотреть строго в выбранное направление, независимо от того, как будет разворачивать лодку ветром или течением. Вот посмотрите, я имитирую разворот лодки, вот так вот ее сносит на якоре, и мы наблюдаем, как ручка ротатора пытается поймать нашу цель. Это очень удобно, особенно если вы ловите в одиночку без наводчика. По сути, вы можете не выключать режим удержания до окончания рыбалки. А теперь давайте скомбинируем режимы. У нас уже активирован режим удержания цели. Находим, предположим, центр автопоиска, запускаем автопоиск коротким нажатием клавиши D, пошел, и, предположим, на экране вот тут мы увидели рыбку. Нажимаем любую клавишу на пульте или педалях, и ротатор тут же начинает отслеживать цель. Замечательно. Теперь для продвинутых пользователей в третьей генерации появилась возможность самостоятельного обновления прошивки без дополнительных устройств и приблуд. Скачиваем с сайта производителя прошивку и инструкцию по установке. Берем флешку от 8 гигабайт, форматируем на персональном компьютере FAT32 и в корень флешки записываем скачанный файл. При этом имя и расширение файла оставляем без изменений. В противном случае вы не получите ожидаемого результата. Теперь отключаем блок от питания и, выкрутив 4 винта, открываем крышку. Вы только гляньте, какая красота! Вставляем флешку в гнездо на плате управления, подаем питание на блок, и заморгала индикация прибора. Дожидаемся, когда погаснет светодиод, выключаем прибор и обязательно вынимаем флешку, иначе установка прошивки будет выполняться бесконечным циклом. Устанавливаем крышку на место. Включаем блок. Все, процесс закончен. Итак, с мануалом разобрались, переходим к тестам на воде. И для этого мы направляемся в парусный клуб «Водник», расположенный в городе Долгопрудный Московской области.
При поддержке лодочного сервиса Rubots установили ротатор на нашу малышку. Обратите внимание, место установки выбрано на носу, так как на воде мы всегда с животными и ходовой тент практически всегда установлен. Установили 34-й датчик, предоставленный для обзора магазином Александр Ховрина. Обратите внимание, какой защитный кожух датчика дали мне сотрудники магазина. При отсутствии возможности размещения штанги вдоль борта, на ходу мы поднимаем датчик в небо. Такое положение прекрасно держит любую скорость и волну. А при транспортировке на прицепе снимаем ротатор с быстросъемов. Выходим на воду. Кстати, на территории парусного клуба «Водник» имеется плав-отель с отличным рестораном, где вы всегда можете остановиться на отдых. К сожалению, нам не до отдыха, и мы ищем локацию, где сможем протестировать ротатор. Не имея опыта с лайфскопом, тут уж извините, в качестве наблюдаемого объекта мы выбрали белый бакен, точнее его якорный трос. Итак, наблюдаем на экране трос, включаем автоматическое удержание цели и начинаем вращать лодку электромотором. И как видите, трос бакена удерживается в поле зрения датчика. Опять же, не забываем, что при вращении мы оставались без якоря. То есть немного нас все же сносило, но так как течение в этом месте не такое уж сильное и ветер был достаточно мягким, мы могли вращаться, не теряя цели на экране достаточно долго. Ограничивала нас лишь длина кабеля датчика. Короче, по моему личному дерьмометру удержание работает на твердую 5. Теперь проверим работу на ходу. Для этого выбираем направление приблизительно вдоль оси судна, включаем автопоиск и начинаем плавно набирать скорость маршевым мотором. 5 километров. 5,5. 6. 7. Ротатор отрабатывает на 107%. И только на скорости свыше 10 км в час начинаются прострелы, срывы удержания. Но, честно говоря, этого более чем достаточно. А куда выше? Слабо себе представляю, что кто-нибудь будет искать рыбу на более высокой скорости. К тому же сам лайфскоп на такой скорости просто не сможет обрабатывать сигналы и выводить актуальную информацию. Короче, и тут ставим жирную 5 по 5-бальной. Я сама не ожидала, но мне буквально пришлось уговаривать дядю Вову провести краш-тест ротатора. Сначала я подумала, что он не уверен просто в приводе или боится повредить лодку. Но оказалось все банально просто. Дядя Вова боялся повредить датчик Panoptix. Штука дорогая и не наша. Тут его можно понять. Да и парни из Александр Ховрина уж точно не обрадуются. Он связался со всеми знакомыми мастерскими и магазинами, чтобы найти неисправный датчик. Спросил даже у Журавлева и у Ильина. Но, к сожалению, ни у кого на складе не нашлось. Пришлось даже разработать и распечатать вот такой макет. Надеюсь, на испытаниях он покажет себя не хуже настоящего. Итак, давайте устроим краш-тест.
По итогу оказалось, что перед тестом я забыл снять защитный кожух с муляжа датчика. То есть вес, площадь и объем на тесте в 2 раза превышали реальные характеристики датчика. В общем, прикольно получилось. Честно скажу, я был готов к тому, что все закончится плохо. Вырвет привод, оторвет крепление, изуродует усилитель леера, на худой конец загнет штангу. Но, как видите, все цело, здорово и еще послужит. При выходе на глиз штангу с датчиком просто выбросило из воды и больше ничего ей не угрожало. Немало удивил вот этот пружинный стопор. Давайте посмотрим на тест еще раз. Видите вращательные колебания привода? То есть пружинный стопор отрабатывает как радиальный демпфер, поглощая часть энергии, тем самым уберегая основные сочленения привода. В целом я доволен выбором. ProBase Top 3 генерации на сегодняшний день меня более чем устраивает. Легкий, универсальный, неубиваемый, с набором необходимых мне опций и функционалом. Ротатор ProBase всего за год прошел путь от ни на что негодного прототипа до модели с высокими характеристиками. На мой взгляд, это говорит о том, что в модели топ 3 генерации учтены и исправлены все детские болячки. И о том, что ProBase прислушивается к мнениям и пожеланиям потребителя. То есть все модификации и функционал выстраданы непосредственно рыболовными, а не мамкиными инженерами. Повторю еще раз. Речь идет именно о 3-й генерации, как привода, так и блока управления. Кстати, помимо скорости, очень понравилась регулировка ускорения. На мой взгляд, ротаторы, у которых отсутствует регулировка ускорения, это уже какой-то вчерашний день. И особенно понравилось дистанционное управление скоростью и ускорением. Скажем, к примеру, у казанца это ручка резистора, расположенная непосредственно на приводе. А в моем случае, учитывая удаленность размещения ротатора, чтобы изменить скорость, мне пришлось бы остановить лодку, выйти на переднюю палубу, отрегулировать скорость и после вернуться за штурвал. А с ProBase у меня нет таких проблем. Я все регулирую дистанционно, не сходя с места. Конечно, возможно, у профессионалов и к нему найдутся какие-нибудь претензии. Мне трудно судить, я любитель. Но 100 пудов могу сказать, что для новичков это просто бомба. Я попробовал, испытал, вполне доволен и оставляю его себе. А вам напоминаю, что для подписчиков нашего канала магазин Александр Ховрина предоставляет скидки. Поэтому сразу же подписываемся, ставим лайк, жмакаем колокольчик и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока!